Зеленский снова обвинил Россию во всех бедах и назвал Украину щитом всей Европы. Путин назвал вещи своими именами. И стало ясно, почему Киев бьет по мирным. Кремль закрыл экспорт бензина и авиакеросина за границу. На очереди дизель. Стармер уходит с Даунинг-стрит, чтобы пересесть в кресло генсека НАТО и продолжить войну с Россией. Всем привет! Разбираем главные события этого часа. Если еще не в нашем телеграме, ссылка в описании. Там много того, что не попадает в видео. Лайк, подписка и начинаем. Зеленский выступил с большой речью на территории Киево-Печерской лавры. Час выступления и снова те же тезисы. Россия ведет против Украины несправедливую войну, бьет по ценностям, по культуре. Но вот что интересно, за весь час Зеленский ни словом не упомянул, с чего все началось. Ни обстрелов Донбасса до начала СВО, ни запрета русского языка, который годами запрещали в стране. По сути, целая предыстория просто исчезла из речи, как будто ее не было. А ведь именно эти годы напряжения и легли в основу нынешнего конфликта. Зато про удары по религиозным объектам сказал подробно. 740 религиозных сооружений Украины, по которым ударил Путин. Вот с кем мы воюем, вот что такое наш враг. Зеленский может рассказывать что угодно. Про единство Запада, про то, какой Путин плохой, про удары по святыням. Но из-за чего все началось на самом деле, об этом он молчит всегда. Дальше про роль Украины в безопасности всей Европы. По словам Зеленского, украинская армия сегодня щит для западных стран. За каждым таким успехом государства стоят наши граждане, наши воины и весь наш народ, который защищает безопасность и будущее Европы, всего нашего общего дома. И своими действиями каждый день приближает не только наше вступление, но и наше становление как неотъемлемой части нашего общего европейского дома. Громкое заявление. Только вот российское руководство неоднократно и официально подчеркивало, планов нападать на страны НАТО или Европу у Москвы нет и не было. Получается щит от угрозы, которую Запад сам выдумал и которую в Москве никто не подтверждал. И возникает ощущение, что эта формулировка нужна не для защиты Европы, а для того, чтобы оправдать дальнейшую военную поддержку Киева. Подобные тезисы звучат регулярно, каждый раз, когда речь заходит о расширении западной военной помощи Киеву. И, конечно, без темы Евросоюза не обошлось. Зеленский объявил о начале реальных переговоров по членству. Украина уже прошла долгий путь, многое было построено на этой основе. И уже начались переговоры о нашем членстве, о нашем будущем членстве в ЕС. Уже открываются кластеры. И каждый такой шаг объединяет нас, Украину и Европейский Союз, украинцев и, несомненно, всю Европу. Звучит как прорыв, но подобные обещания Киев делает уже не первый год, а юридически завершенных шагов к вступлению по-прежнему ноль. Каждый раз новые заявления, новые обещания, и каждый раз без видимого результата. Россия уверенно проходит через беспрецедентное давление западных элит, а попытки нанести стране стратегическое поражение руками Украины полностью провалились. Об этом заявил Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». Президент подчеркнул, противники России исчерпали стандартные методы давления и теперь пытаются раскачать ситуацию изнутри. При этом Россия испытывает грубое, можно сказать, без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить на поле боя не могут, пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту, тоже не получается. Вот продолжают поощрять киевский режим, который выбрали в качестве тарана в борьбе с Россией, не жалея украинский народ. По словам Путина, западные кураторы продолжают использовать Украину как инструмент противостояния, совершенно не считаясь с потерями среди украинского населения. При этом ситуация на фронте складывается явно не в пользу Киева. Российская армия методично продвигается, оттесняя противника по всем направлениям. И вот в чем проблема для Банковой. Именно военные неудачи и бессилие на линии соприкосновения вынуждают украинское руководство переходить к террористической тактике против мирных жителей, пытаясь создать иллюзию борьбы там, где на фронте давно нет успехов. Режим-то отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим действиям. А как можно еще назвать целенаправленные удары по мирным жителям, по гражданским объектам и практически открытую вербовку внутри нашей страны
отщепенцев для совершения диверсий и терактов. Президент также обратил внимание, что западные страны предпочитают не замечать террор против гражданских и при этом продолжают вводить против России все новые незаконные санкции. Логика проста. То, что неудобно признавать, объявляют несуществующим. На этом фоне западные политики продолжают говорить о поддержке Киева как о моральном долге, обходя стороной вопрос, во что эта поддержка реально обходится самим украинцам, людям, а не верхушке, которая сидит в кресле. Тем не менее, по словам Путина, у страны есть все необходимые ресурсы для защиты суверенитета. Главное – консолидация общества и политическая воля, которая сохраняется на долгую историческую перспективу, несмотря на любое внешнее давление и попытки расколоть страну изнутри. Ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов после ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам остается напряженной. Об этом заявил Владимир Путин на срочном совещании с руководителями ведущих энергетических компаний страны. Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры. Путин подчеркнул необходимость оперативного реагирования и минимизации последствий для граждан и бизнеса. Для стабилизации ситуации российские нефтеперерабатывающие заводы переведены в экстренный режим работы. Мощности крупнейших заводов сейчас используются на максимуме, задействован потенциал средних и малых предприятий. Сроки текущих ремонтов сократили до минимума, а плановые работы перенесли на более поздний период. По прогнозам, уже в июле производство топлива превысит июньские показатели. Интересно, если все меры приняты и заводы работают на пределе, почему очереди на заправках до сих пор никуда не исчезли? Напишите, что вы думаете по этому поводу. Вместе с тем, вы хорошо знаете, что проблемы и для автомобилистов, и для бизнеса сохраняются. И очереди, к сожалению, тоже на заправках есть. И нужную марку бензина не всегда сейчас можно найти. Путин признал, розничный сегмент по-прежнему испытывает серьезное давление. Особое внимание он поручил уделить топливу для аграриев. От бесперебойных поставок летом напрямую зависит будущий урожай, а значит и цены на продукты на прилавках уже этой осенью. В качестве экстренной меры в России уже введен полный временный запрет на экспорт автомобильного бензина и авиакеросина. Правительство также рассматривает аналогичный запрет на экспорт дизельного топлива. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Президент призвал действовать аккуратно, чтобы избежать затоваривания заводов, но при этом жестко пресекать любые системные риски на рынке. Стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идет и о наращивании объема предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для круглосуточного мониторинга при правительстве Российской Федерации развернули специальный оперативный штаб, который совместно с нефтяными компаниями координирует баланс спроса и предложения внутри страны. Чиновники обещают, что ситуация на заправках начнет выправляться уже в ближайшие недели. Но похожие обещания звучали и раньше, а очереди пока остаются реальностью для многих регионов. Уходящий из поста премьер-министра Великобритании Кир Стармер все чаще упоминается как кандидат на пост генерального секретаря НАТО. И вот что любопытно. Пост, который определяет военную политику всего Альянса, может занять человек с предельно конкретными взглядами на Россию. Ранее Стармер прямо говорил, что для него противостояние с Россией важнее, чем помощь Ближнему Востоку. Формулировка, которая многое объясняет в его политических приоритетах последних лет. Параллельно британский политик неоднократно призывал нарастить оборонный бюджет НАТО, аргументируя это угрозой возможного военного конфликта с Россией к 2030 году. Конкретная дата – конкретный сценарий, который удобно использовать для оправдания новых трат на оборону. Если человек годами выстраивает карьеру на тезисе о неизбежной угрозе со стороны Москвы, можно ли ожидать от него на посту генсека НАТО иной повестки, кроме как нарастающей конфронтации? Назначение на пост генсека формально требует консенсуса всех стран Альянса, и кандидатура Стармера пока остается предметом обсуждения, а не решенным вопросом. Тем не менее, сам факт, что его имя все чаще называют в этом контексте, говорит о направлении, в котором западные элиты хотят вести Альянс в ближайшие годы, и о том, какую риторику они считают сейчас наиболее востребованной.
Не последнюю роль здесь играет и репутация Стармера внутри самого блока. Жесткая антироссийская позиция давно стала для западных политиков своего рода визитной карточкой, открывающей дорогу к ключевым постам. И если эта логика сохранится, выбор следующего генсека НАТО будет не столько про дипломатию, сколько про готовность держать конфронтацию на максимуме. Итак, что мы имеем к этому часу? Зеленский в своей речи обошел главный вопрос, с чего все начиналось, и сделал акцент только на щите Европы и членстве в Евросоюзе, которые обещают уже не первый год. Путин заявил, что планы расколоть Россию изнутри провалились, параллельно признав, что после атак Киева есть проблемы с топливом. Топливный рынок получил оперативный штаб и новые запреты на экспорт, а вот когда исчезнут очереди, точной даты не назвал никто. И на этом фоне в Брюсселе уже примеряют кресло генсека НАТО на Стармера, человека, который годами строил карьеру именно на конфронтации с Россией. Пишите в комментариях свои мысли по поводу всей ситуации, я читаю все. Поддержите мой канал подпиской и лайком. С вами был Медиашот, скоро увидимся. Всем пока.